Привет, Роман, спасибо за участие в нашей программе. Привет, спасибо тебе. Так, давай тогда начнем с тебя. Что ты делал до того, как основать свой новый проект? Чем занимался до этого? Где учился? Учился я в Киевской еврейской классической гимназии номер 299, после чего высшее образование получил в Киевском политехе, факультет информатики, вычислительной техники, длинная кафедра с непонятным названием «Автоматизированная система обработки и управления». Но занимался всю жизнь журналистикой. Так уж получилось, что с 11 лет я начал писать, и до сих пор это как-то не прекратилось. Около 10 лет я проработал в IT-журналистике, в самых разных украинских, не только украинских изданиях. И последние 3 года до того, как репатрироваться в Израиль, я был главным редактором журнала IT Business Week. Хорошее нишевое издание для IT-профессионалов. В общем-то, все параллельно, занимался всем тем, что интересно. Писать это не только интересно, еще и приятно, еще и вдохновляет, но есть какие-то другие интересные вещи. Увлекался с детства программированием, получил один из первых в СНГ дипломов по Delphi в 14 лет, чем безмерно горд. Это, правда, единственное, чем можно похвастаться. Очень много увлекался разными вещами, смежными с находящимися на стыке IT, социологии, психологии. То есть, когда появились социальные сети, я понял, что вот это как раз то, что нужно. Это для меня. И постоянно занимался тем, что называется неформальное образование. И неформальное еврейское образование, и просто исследование разных методик неформального образования. Ну, ты себя больше относишь, значит, к категории гуманитариев, или в тебе еще есть математическое начало? Совершенно точно есть математическое начало, и мне очень нравится находиться именно на стыке. Потому что самое интересное, как мне кажется, происходит именно вот на стыке дисциплин. То есть то, о чем говорил Стив Джобс, да, когда гуманитарное начало встречает технологическое начало, и искусство, и дизайн, это все вместе рождает что-то классное. 100%. Отлично. Ну, расскажи, JewishNet, что это такое? JewishNet на сегодня – это проект еврейской социальной платформы, миссия которой очень простая, даже можно сказать банальная. Наша миссия – связать евреев по всему миру, где бы они ни находились, чем бы они ни занимались, в какой социальной группе себя не относили. То, в каком виде функционирует она сейчас, это фактически даже не альфа-версия, даже не прототип. Это такой сайт-заглушка, показывающий, что вот мы заявляем миру о себе. Несмотря на это, есть уже какая-то пользовательская аудитория, есть чуть больше 10 тысяч человек, которых можно назвать активными постоянными юзерами, есть хорошее освещение в СМИ, и есть какие-то вещи, которые мы делаем и уже хотим представить в полноценной финальной версии, которая появится, я думаю, в течение ближайшего полугода. Как появилась изначальная идея? Это что-то, что ты вынашивал долго, или неожиданно было такой спарк вдохновения и появилось? Вынашивал я достаточно долго, но идея пришла совершенно спонтанно. В какой-то из первых социальных сетей, то ли MySpace, то ли в каком-то его клоне, 2003 или 2004 год, скорее всего, был на дворе, я искал нужного мне человека и добавил по ошибке другого. И удивился, что тот другой, совершенно незнакомый мне человек, принял мой запрос, добавил меня в друзья. И это было для меня таким культурным и социологическим шоком. Когда я спросил, а почему, собственно, что сподвигло, эта девочка мне ответила, ну вот у тебя там фотографии с израильским флагом, я подумала, что раз ты еврей, значит, наверное, своих надо добавлять. Тогда и появилась эта идея. Понятно, что тогда не было ни технологических особых, ни финансовых ресурсов для того, чтобы поднять это самостоятельно, но загорелся я вот именно с тех пор. Вот. После этого прошло какое-то время, появились уже готовые более-менее приличные движки для социальных сетей, которые мы попробовали использовать. Не получилось, они все-таки довольно слабые, даже на сегодняшний день. Так что мы разрабатываем свое решение, но этого хватило для того, чтобы поднять ту версию, которая живет сейчас. А сколько уже по времени? То есть когда вот такая официальная дата основания JewishNet? Официальная дата запуска – это 3 мая прошлого года. Вот. И с тех пор мы дали себе около года
то, чтобы понять, чего мы хотим на самом деле, чего хочет наша аудитория, и можем ли мы им это предоставить. Плюс на поиск партнеров-инвесторов, которые помогут нам продвинуть этот проект на по-настоящему серьезный уровень. То есть вот сейчас ты можешь адресовать, да, нашей комьюнити, сказать, что, вот, допустим, JewishNet заинтересован в инвесторах, к примеру, да? JewishNet нашел инвестора, но мы всегда рады новым. Это хорошо. Больше всего JewishNet заинтересован в партнерах, которые могут предоставить какие-то свои сервисы, которые нам могут быть полезны, и просто подсказать, что нужно той социальной группе, еврейской или околоеврейской, сочувствующей, с которой эти партнеры имеют тесную связь. Это могут быть самые разные партнеры, от еврейских общин до профессиональных ассоциаций, до образовательных институтов. Вы проект на русском языке, но, насколько я понимаю, вы, в принципе, вне границ, да? То есть партнеры могут приходить с любой точки планеты. Конечно. Сейчас даже у нас есть более 100 партнеров, из них русскоязычных примерно 4/5. Ну, эта ситуация обусловлена тем, что сейчас у нас только русскоязычная версия. Версия, которая появится в ближайшем будущем, она уже будет на 4 языках. Мы для старта выбираем русский, английский, иврит больше по теологическим соображениям, чем по практическим, поскольку понятно, что юзеров будет не так много, и испанский. И испанский, потому что это все-таки растущая популяция людей, да? Да, конечно. Ну, а скажи вот еще, для людей, которые ищут решения, вот, допустим, тебе приходит в голову идея, да, нужно создавать социальную сеть. Наверное, нужно сразу искать каких-то ключевых людей, которые могли бы отвечать каждый за свой домен, да, вот как идет процесс, то есть ты, наверное, думаешь, что вот мне нужен сначала там IT, там, или дизайнер, там, или маркетолог, вот какие люди первые приходят в команду обычно, на начальном, на самом первом этапе? Сначала, с самого начала, нужно хотя бы несколько человек, которые точно понимают, что ты вообще хочешь от проекта, разделяют твою миссию, и после этого уже можно определить, что они могут дать. То есть для начала нужны единомышленники. Потом мы смотрим на их профессиональное качество. И на самом первом этапе, конечно, нужен был технический специалист, программист. Мы его не нашли среди единомышленников, но нашли неплохих фрилансеров. Вот зато я нашел, могу похвастаться, несколько сотен самых разных волонтеров, любителей, профессионалов, владельцев своего бизнеса, которые так или иначе принимают участие в этом проекте. Я не могу сказать, что есть какое-то звено, без которого все рухнет. Потому что изначально мы пытались строить такую систему, чтобы она была самовоспроизводящейся и достаточно устойчивой. Но на сегодня... так, люди, первые 3 человека, на которых все держится, это финансовый директор, наш незаменимый финансовый директор, который находится в Киеве сейчас, отвечает, в числе прочего, за связи со всем регионом СНГ, директор по корпоративным коммуникациям, которая теперь моя жена. У нас love story внутри стартапа. Вот, и 3 человека, собственно, я. Но опять же, мы стараемся выстроить все таким образом, чтобы система функционировала, даже если нам вдруг придется ее покинуть или заниматься не так плотно. А какова вот твоя роль в проекте? То есть ты идейный вдохновитель, лидер, CEO, да, гендиректор? Изначально, да. Все это перечисленное, плюс я же проектировщик интерфейса, я же тестирую баги, я же занимаюсь рекламой и пиаром, то есть на все руки мастер. Понятно, что этим нельзя заниматься долго, надо будет все-таки делегировать ответственность и полномочия кому-то другому, но на первом этапе для проекта, который пока маленький, наверное, так проще. Сколько дней в неделю сейчас работаешь? Тебе же наверняка приходится делать все одновременно. Конечно, 6 дней в неделю. 6 дней в неделю. Ну и как, вот я всегда задаю этот вопрос нашим гостям, вот как найти золотую середину между все-таки работой и личной жизнью? Вообще возможно это или нет, найти какой-то вот golden middle? Честно, нет. Невозможно. Я выбрал довольно странный вариант совместил работу и личную жизнь. Поэтому у нас теперь работа и семья практически не разграничены, кроме шаббата, когда мы не работаем и полностью посвящены друг другу. А все остальные дни – это работа, работа, работа.
А и для жизни внутри работы. что тебя мотивирует каждый день вставать и что-то создавать? Жена, конечно. Понятно. Смотри, вот здесь был Майк Тамшинский несколько месяцев назад, и основатель Memo Cards, да, и я ему задал вопрос, как так получается, что Израиль это страна стартапов. Потом совсем недавно я прочитал в британском издании магазина Wired, они писали, что 4000 технологических, только технологических стартапов появляются каждый год в Израиле. Это больше, чем где-либо за пределами Соединенных Штатов. Вот в чем секрет, да, в чем преимущество Израиля, почему именно там зарождаются стартапы? Я думаю, тут есть несколько израильских особенностей, несколько чисто еврейских, которые можно, в общем-то, разграничить. Израильские особенности, во-первых, это типичная израильская, даже не знаю, как это перевести на русский, на иврите это звучит как хуцпа. Это что-то среднее между наглостью, находчивостью и умением выкрутиться из любой ситуации. Это то, чему израильские дети учатся, начиная с 0 лет, и то, что осваивают к совершенству к тому моменту, как они заканчивают армию. То есть это способность не теряться, не стесняться, добиваться своего, спрашивать, если не понимаешь, и не бояться начинать что-то, если не знаешь. Это один момент, который можно назвать израильским. Момент еврейский – это тяга к знаниям, которая, опять же, прививается, начиная с пеленок. Не то, что тяга – это сама ценность знаний в обществе. Ценность знаний, ценность споров, ценность публичных выступлений, ценность умения отстоять свою точку зрения. Причем неважно, с кем ты в данный момент споришь, с авторитетом, или со своим отцом, или с другом, или с миллионной аудиторией. И вот в совокупности, по-моему, это дает такой хороший эффект, положительный. Действительно, не могу сейчас привести ни один пример страны, где было бы такое же или хотя бы сравнимое соотношение стартапов на душу населения. Наверное, сложно. Ну, США, но опять же, и США больше по размеру во много раз. Да, конечно. Понятно. Ну, а скажи, вот твоя компания, она основана в Израиле и зарегистрирована в Израиле, насколько я понимаю. Юридически она была зарегистрирована в Украине, но сейчас регистрируется как раз юридическое лицо в Израиле. Так, насколько вот сложен сам процесс, насколько он прост, сам процесс регистрации компании в Израиле? Бюрократия, там, я не знаю, бумажки, работа, или наоборот все это отсутствует? Вот как работает система? С Украиной процесс фактически отсутствует. Зарегистрировать коммерческую структуру в Израиле можно за несколько дней, если лениться. Если не лениться, то за пару дней, я думаю. При этом всякая бюрократическая проволока, она почти полностью исключена. Да, есть какие-то учреждения, где надо выстоять очередь, но, опять же, это несравнимо с СНГ и даже с некоторыми европейскими странами. У нас ситуация немного сложнее, поскольку мы регистрируем некоммерческую организацию, и там бюрократической волокиты чуть-чуть больше. Но, опять же, это несравнимо. Ну, JewishNet в целом это не коммерческий проект или это коммерческий проект? Это коммерческий проект. Мы сейчас выступаем в виде некоммерческой организации, поскольку все средства, которые будут получены в качестве прибыли, они будут направлены на развитие этого же самого проекта. Потом, по мере того, как проект вырастет, можно уже будет говорить либо о разделении этого проекта на две разные структуры, некоммерческую и коммерческую, либо о создании какой-то новой структуры. А как должна работать сама бизнес-модель? Бизнес-модель очень простая. Премиум-сервисы, плюс внутренняя рекламная сеть, плюс нишевые партнерские проекты, которые делаются на базе той системы, того комьюнити, которое у нас уже есть. Это не только комьюнити пользовательских, это и комьюнити партнеров, в первую очередь. А если говорить о премиум-сервисах, какие будут именно премиум-сервисы? Вот пока, к сожалению, не могу рассказать, поскольку еще не истек срок соглашения. Понял. Хорошо. Но скоро мы их анонсируем. Так, ну и какой следующий шаг вот сейчас для JewishNet? Вот, скажем, следующий год или два, какая-то, может быть, не глобальная миссия, но вот что ты планируешь делать на это время? Планы на ближайший год, которые мы сейчас уже начали реализовывать. Прежде всего, мы полностью перерабатываем внутреннюю механику этой сети. Поскольку то, что есть сейчас, опять же, это не полноценный проект, это всего лишь заявка о себе. То есть мы сейчас прорабатываем идеальные механики, социальные механики для всех тех групп населения, для всех тех слоев, которые мы считаем для себя наиболее привлекательными, наиболее перспективными. В первую очередь тут идет разделение по географии, то есть мы сейчас будем делать упор на англоязычный рынок.
Во вторую очередь мы пытаемся охватить все те социальные статусы, которые для нас приоритетны. И в третью, это, может быть, не так важно и не так заметно на первом этапе, но мы пытаемся максимально приблизить функционал сети и, опять же, эту внутреннюю механику к требованиям различных еврейских общин, уже сформированных. То есть мы не хотим, чтобы люди переучивались или меняли свои модели поведения. Очень хочется, чтобы те комьюнити, которые уже существуют, они могли бы достаточно прозрачно и безболезненно перейти на какую-то новую модель общения для себя. Даже не новую, а скорее обновленную, дополненную. Ну, а какая вот, скажем, какой маркетинговый способ самый лучший в плане вот именно привлечения аудитории? То есть вы, наверное, используете и традиционные маркетинговые какие-то вещи, да, и социальную медиа. Вот какой самый такой эффективный прибор? Просто по опыту. Изначально я думал по-другому. Всего два эффективных инструмента для раскрутки еврейских проектов. Первый – это сарафанное радио, потому что это самый традиционный еврейский инструмент. И второй инструмент – это использование celebrities. Знаменитости в самых разных сферах. Это могут быть политики, могут быть люди искусства, могут быть известные ученые. Это то, что действительно дает ощутимый результат. Все остальное, да, можно добиться всплесков в СМИ, можно сделать это кучей разных способов, но опять же по соотношению вложенных усилий и полученных результатов сарафанное радио и знаменитости пока что опережают все остальные варианты. А JewishNet уже использовал или планирует использовать кого-то? Пока что мы использовали всего несколько персон просто для того, чтобы посмотреть, а как это вообще работает. Нас поддержал Натан Шаранский, глава еврейского агентства «Сахнут», и легендарный отказник. Нас поддержал министр государства Израиля Йосси Пелет, несколько уважаемых раввинов, несколько бизнесменов. И мы примерно могли отследить, кого переводят каждый из этих знаменитостей. Это интересно, потому что, казалось бы, эти сообщества их фанов должны быть более-менее пресекающимися, но тем не менее и партнеры, и пользователи, которых они приводят, это совершенно разные люди. А вот Израиль как государство поддерживает стартапы в каких-либо областях? То есть есть какие-то гранты или фонды, которые помогают молодым стартаперам вроде тебя? Есть сумасшедшее количество фондов и не меньшее количество грантов, которые выделяют эти фонды. К некоторым из них мы обращались, беседовали, нам даже предлагали войти в те или иные программы. Нас не всегда устраивала их позиция. Только понятно, что фонды в основном 95%, они чисто коммерческие, и у них первоначальная цель – это максимально быстрая монетизация проекта и выход из него. Это не всегда соответствовало нашей стратегии, нашей идеологии, поэтому мы расходились во взглядах и на то, каким образом должна функционировать эта сеть в плане монетизации, и насколько быстро и в какую сторону она должна развиваться. Но, в принципе, для человека, который хочет сделать в Израиле свой стартап, все пути открыты, есть очень много частных инвесторов, от ангелов до инвесторов с очень серьезного уровня. Есть порядка 200 фондов, если я не ошибаюсь, которые сейчас предоставляют гранты, есть технологические теплицы, есть фонды, которые помогают целенаправленно с выводом стартапов на рынки Западной Европы, на рынке Америки и сейчас даже уже на рынок СНГ. Есть все, что только нужно. Было бы желание. Было бы желание, средства найдутся. Вот говоря о средствах, ты предпочитаешь какой тип партнерства в плане финансов? То есть, может быть, конкретных типов там бизнес-ангелов, да, инвесторов, просто менторов, может быть. Есть какие-то вот специальные категории, любимые категории людей, кто бы инвестировал? Я предпочитаю очень такой авторитарный тип. Сделай все сам, вложи во все сам. Понятно, что это на каком-то этапе заканчивается, приходится выбирать что-то другое. Мысль инвестора всего по двум параметрам. Этот инвестор не должен был быть нацелен только на извлечение прибыли максимально быстро. И инвестор должен понимать, чем является проект, и разделять полностью или хотя бы на 4/5 его идеологию. И третье, не менее важное, у инвестора должны быть связи, которые позволят нам продвинуть этот проект не только в плане технологического совершенства или совершенства бизнес-модели, а именно в еврейском плане. И мы нашли как раз такого человека и такую структуру.
которые когда-то были нашими конкурентами, но вот сейчас мы практически объединились. Для меня это идеальный вариант. Понимающий человек, который не требует максимально быстрого возврата или выхода. То есть который не рассматривает проект только как коммерческий, а еще и старается на него смотреть как на идеологический. Ну, ты сейчас совладелец компании, или ты единоличный владелец, или ты владелец большинства? Сейчас я совладелец. По Совладелец. состоянию на сейчас уже да. А дашь какой-нибудь совет нашим зрителям, вот именно как питчить инвесторов правильно? То есть как убеждать инвесторов в том, что твой проект самый лучший проект, и что им будет тоже хорошо, если они вложат? Честно, для начала надо найти правильного инвестора. Причем искать инвестора методом простого перебора, пропичить 10 тысяч инвесторов, и 2% из них будут, скорее всего, твои. Это не всегда правильно, иногда вводит в совершеннейшую фрустрацию. То есть мы отсеяли, наверное, несколько десятков человек еще на этапе предварительного анализа данных о них в социальных сетях, в открытых источниках. Поскольку было совершенно понятно, что мы не сможем объяснить ценность нашей идеи человеку, который уже находится не в проблеме. Мы сможем объяснить коммерческую сторону, да. Мы сможем объяснить объем рынка, мы сможем объяснить примерно, какой возможен выход и что из этого получит инвестор. Но это как раз не то, чего мы хотим от самого инвестора. А питчить, самое главное, искренность. Даже если ты очень боишься, нужно врать инвестору. Он-то чувствует моментально, определяет за доли секунды, и, в общем-то, после этого, скорее всего, разговор будет сведен к вежливому прощанию. Все остальное, смущение, стеснительность, неуверенность, отсутствие бизнес-плана, бизнес-модели внятной, отсутствие команды, это не так страшно. Хотя были у нас инвесторы, которые упирали именно на то, что у вас в команде должны быть все люди, необходимые для полноценного создания и продвижения стартапа, то есть включая технических специалистов. Но, тем не менее, сейчас мы справились без этого. Поэтому я думаю, что искренность и вера в то, что ты делаешь. Банально, но это работает. Скажи, у тебя есть какой-нибудь любимый предприниматель? Очень стараюсь следовать заповеди «Не сотвори себе кумира». Поэтому любимого нет. Есть те, за чьими действиями я слежу или следил, как, например, Стив Джобс. Опять же, не оригинален. Есть предприниматели, за действиями которых мне интересно следить, как за каким-нибудь боевиком, например, Шай Агаси, который сейчас уже покинул Better Place. И есть очень много предпринимателей среди моих знакомых, за которыми мне интересно наблюдать больше всего за их ошибками, чем за их достижениями. Потому что формула успеха, она примерно ясна в каждом конкретном случае. И это не тиражируется, это не то, что сможешь потом перенести на себя вне контекста. А вот ошибки, они интересны. Это важно. Были какие-то ошибки у тебя, которые ты сделал, и, может быть, сожалеешь сейчас? Или, наоборот, не сожалеешь, и хорошо, что ты их сделал? Были ошибки. Очень хорошо, что я их сделал на том этапе, когда еще было не так страшно. Во-первых, мы ошиблись, мы пытались создать полностью законченный продукт, который умел бы все. Естественно, этого не получилось. Естественно, этого не могло получиться с теми ресурсами, которые у нас были на тот момент. И это не было правильно даже с точки зрения простой идеологии продвижения продукта. Сейчас мы понимаем, что продукт должен делать что-то одно, но очень хорошо. После этого мы его насытим дополнительным функционалом, и он уже будет доведен до той стадии, которая нас устроит. На этом мы потеряли какое-то время и финансы, но хорошо, что это было тогда, опять же. Вторая ошибка, она была совершена не Usenet, с одним из предыдущих стартапов, который уже давно умер. Тогда мы недостаточно слушали нашу аудиторию. То есть мы решили, что вот сейчас интересная команда соберется сделать замечательный проект, который наверняка будет востребован, потому что иначе быть не может. Оказалось, что может. И не потому, что проект был уж такой неудачный, а просто потому, что люди ждали немножко другого. Это тоже было очень вовремя, я считаю. Сейчас мы постараемся такого не повторять. То есть у тебя JewishNet уже не первый такой собственный стартап, были еще какие-то начинания до этого? Да, были начинания, было несколько начинаний до этого. Были чисто некоммерческие начинания, которые нельзя назвать стартапом. Это просто были
очень локальные нишевые сайты, которые добились успеха. Было начинание, которое можно было назвать стартапом. Не уверен, что могу сейчас распространяться о том, что он делал, поскольку в команде был не только я, и мы условились похоронить это навсегда. Но вот ошибки, и все шишки, которые мы набили тогда, они оказались очень полезны. Слава богу. А чем ты еще занимаешься, кроме JewishNet? У тебя наверняка есть какие-то еще проекты? Да, есть более новых проектов. Во-первых, сейчас мы открываем первый стартап-инкубатор в Иерусалиме. Как ни странно, в Иерусалиме еще ничего такого не было. И я очень удивился, когда мы немножко промониторили израильский рынок, посмотрели, что Тель-Авив, Хайфа, Герцлия, многие другие города, в них хорошо, полнокровно действует не один десяток, может быть, даже под сотню самых разных акселераторов, инкубаторов, коворкинг-центров, просто мест тусовки, где общаются стартаперы и инвесторы. В Иерусалиме на постоянной основе ничего такого создано не было до сих пор, кроме очень локальных университетских инициатив. И мы решили немножко изменить ситуацию. И вы создали Jerusalem Startup Hub. Все верно. Вы создали Jerusalem Startup Hub. Это на первом этапе. Это коворкинг-центр, где будут проводиться мероприятия для стартаперов. На втором этапе развития это пресид-акселератор. И мне кажется, что в Иерусалиме это будет востребовано, поскольку, во-первых, столица, и людей много. Во-вторых, есть несколько серьезных технологических вузов и колледжей, в которых уже растет готовая аудитория, которая по состоянию сейчас не может оставаться в Иерусалиме, просто потому что ей некуда идти. Она перемещается в центр страны. И третьих, просто потому что это интересно. А coworking spaces, их не так много, или их вообще нету в Израиле? Вот если именно посмотреть на этот сегмент coworking space. В Израиле есть несколько. Я думаю, что их общее число не превышает 10. И из этих 10 7-8 расположены в районе Тель-Авива. Они организованы достаточно грамотно все, по образцу, наверное, немецких и испанских больших коворкинг-центров. Понятно, что с поправкой на израильские масштабы выглядят они немного меньше. Почти все эти coworking spaces, они финансируются либо инвесткомпаниями, которые сидят, как правило, в том же здании, просто отбирают себе лучшие команды, лучшие стартапы для того, чтобы дальше с ними работать, либо частными инвесторами, которые занимаются практически тем же. То есть независимых коммерческих инициатив, которые можно было бы назвать полноценным коворкингом, я в Израиле еще не нашел. Не исключаю, что они есть. А как тогда должна работать именно экономика coworking space? То есть это надо привлекать, видимо, больше людей? Или это нужно, чтобы был какой-то именно уникальный сервис? Вот как оно должно работать? Именно в Израиле, чтобы оно функционировало? В Израиле есть очень большой сегмент людей сейчас, молодых специалистов, плюс фрилансеров, плюс студентов, которые работают в кафе. И как только им предлагают полноценное, комфортабельное место для работы, где не шумно, никто не отвлекается, есть розетки, есть интернет, есть компания таких же людей, как они, люди появляются практически моментально. Самое главное — сделать из них постоянных посетителей. Тут уже возникают сложности, поэтому часть коворкингов они переориентировались на фактически сдачу плейсов своих для стартапов, для готовых команд. Это позволяет им каким-то образом прогнозировать свою прибыль, ну и, соответственно, команде тоже приятно, поскольку аренда офисов достаточно дорогая в Израиле. Если говорить об Иерусалиме, то здесь очень не хватает мероприятий. Просто фатально не хватает мероприятий для стартаперов, для инноваторов, для инвесторов, для всех, кому интересен IT-бизнес, для гиков. Проходят 1-2 мероприятия один раз в месяц, иногда раньше, иногда реже. И фактически этим технологическая жизнь Иерусалима ограничивается. Хотя, опять же, есть спрос очень серьезный. Ну, давай поговорим немножко о будущем. Вот если мы говорим следующие 15-20 лет, да, может быть 25, в каких индустриях, отраслях экономики, бизнеса будут появляться новые Рокфеллеры, да, или Морганы, где будут делаться новые состояния, на твой взгляд? Я думаю, это будет та индустрия или те индустрии, которые в первую очередь будут связывать между собой людей.
То есть индустрия максимально приближенная к человеку, к тому, что он делает на уровне своем каждодневном, бытовом. Что-то, что станет незаметной, приятной мелочью, без которой человек не сможет существовать. Так же, как в свое время это была индустрия мобильной связи, это была индустрия интернета как концепции глобальной сети. Я думаю, что должен произойти какой-то следующий этап, который кто-то называет интернет вещей, кто-то всеобщая подключенность, через переходные этапы дополненной реальности и всего того, что сейчас разрабатывается Гуглом, товарищами и другими замечательными компаниями. Я думаю, что отрасль рано или поздно выйдет на тот уровень развития, когда она сможет гармонично, незаметно, постоянно улучшать жизнь конкретного человека. И ключевое слово здесь незаметно и постоянно. Более индивидуальный подход к каждому. Да, конечно, более интеллектуальный, более персонализированный, максимально персонализированный. Смотри. Персонализированный. Да. Я перебил, извини. Персонализированный настолько, что система будет не искать определенный набор тегов, который может быть интересен человеку, просто потому что он когда-то что-то лайкнул. Система, которая в первую очередь будет отталкиваться от потребностей, запросов человека, распознавая их абсолютно во всем, не только в лайках или в времени просмотра, или в его социальном графе среди друзей, а в каких-то мелочах, которые вполне реальны, допустим, уже используя те же самые очки от Google. А можно ли сказать тогда, что именно маленькие компании получат наиболее выгоду с этого процесса? То есть они будут, маневрируя между большими, да, создавать какие-то сервисы. К примеру, есть Microsoft, который пытается создать какой-то мессенджер, да, а есть израильский стартап ICQ, который находит именно как нужно сделать этот сервис для людей и создает его и выигрывает тем самым, да. Можно сказать, что все-таки маленькие компании, они получат наибольшее распространение? Я совершенно уверен в том, что именно так и будет, просто потому что маленькие компании быстрее. Они могут себе позволить то, что гигант не то, что не сумеет или не захочет сделать, а просто на обычную бюрократическую процедуру у него это уйдет на порядок больше времени. Плюс маленькие компании могут позволить себе ошибаться, что тоже очень приятно. Понятно, что и большие могут, и для больших это более серьезно отразится на их бюджете и бытовых показателях. Маленькая компания может ошибиться раз, два раза, три раза. Мы видим по сегодняшнему рынку стартапов, это не только не страшно, даже приятно. В итоге все равно произойдет что-то интересное. Поэтому да, я думаю, что будущее за маленькими. Значит, это время стартапов. Скажи, ты очень образованный человек, очень много учился. Польза академического образования в наше время. Насколько оно важно? И важно ли вообще? Можно выскажу крамольную мысль. По-моему, польза очень сомнительна. Именно польза академического образования. Мне кажется, что те возможности самообразования, которые сейчас предоставляет и сеть, и общество в любом более-менее развитом городе, оно позволяет за то же время, за которое человек получает классическое высшее образование, добиться намного больших результатов. Намного больших, намного более качественных, намного более масштабируемых и конвертируемых в реальную жизнь. Поскольку я сейчас говорю о системе образования в СНГ в основном. Потому что тот гэп временной между обновлением образовательной программы любого вуза и требованиями рынка, он сейчас не просто огромен, он уже безнадежен. Человек, который заканчивает современный технический вуз в СНГ, скорее всего, будет вынужден переучиваться примерно столько же времени, сколько он учился в своем вузе, не считая общих предметов типа гуманитарных. Поэтому да, мне кажется, что при наличии внутреннего мотиватора, который не дает человеку спокойно сидеть, можно самостоятельно добиться намного большего. А что думаешь об онлайн-образовании? Что ты думаешь о новых онлайн каких-то проектах вроде Курсеры? Мне не очень близки, сам проходил несколько курсов. Опять же, в качестве полноценного образования я бы это не воспринимал. Это очень приятное дополнение, которое позволяет чувствовать себя замечательным, еще чуть более грамотным, чуть более образованным, разносторонним человеком, прослушавшим только что лекцию профессора из Стэнфорда и даже получившим от него сертификат. По факту понятно, что университеты не будут создавать себе конкуренции в виде бесплатных систем образования. Да, это интересно для человека, который осваивает
что-то, что он слушает как смежную профессию, как что-то дополнительное. Фундаментальных знаний, скорее всего, там не появится. То есть скорее это будет какой-то альянс между онлайн и офлайн университетами. Конечно, конечно. То есть все равно должна быть определенная база, которую человек получит в офлайне. Если, допустим, это технический специалист, это база математическая. Ее тоже можно освоить самому, опять же, но в офлайне, по-моему, предпочтительнее. Тем, что касается гуманитарных предметов, я думаю, что сейчас онлайн уже может конкурировать. И по качеству, и по глубине. Понятно. Прежде чем перейдем к финальному блиц-опросу, скажи, предприниматель – это кто? Это в первую очередь человек. И во вторую, и в третью тоже. Как только он об этом забывает, происходит что-то неправильное, по-моему. А что для тебя, вот, какая для тебя самая худшая часть предпринимательства, если есть какая-то? Какой-то недостаток самой профессии? Это последние 20% любого проекта. Поскольку первые 80% ты вытягиваешь на энтузиазме, на бодрости, на заряде, на людях, которые тебя поддерживают. Последние 20% рутины – это самое тяжелое. Но если их не довести до конца, то понятно, что потом тоже ничего не будет. Поэтому да, вот эти вот последние 20% – это самое тяжелое, самое нелюбимое, часть, от которой еще никому не удавалось отвертеться. Ну и финальная часть — это блиц-опросы, мы называем это table tennis set of questions, когда мы тебе будем задавать сразу вопрос, состоящий из нескольких ответов, а ты будешь просто выбирать то, что тебе больше всего нравится. Стив Джобс или Билл Гейтс? Стив Джобс. iPhone, BlackBerry или HTC? iPhone. Чай или кофе? Чай. Сходить на вечеринку или остаться дома? Остаться дома. Мерседес или BMW? Мерседес. Фрукты, какая-то свежая еда или фастфуд? Свежая еда. Курица или яйцо? Что появилось прежде всего? Конечно, курица. Быть женатым или не быть женатым? Быть женатым. Жена, привет. Веришь в Бога или атеист? Верю в Бога. Роман, вот и самое последнее, вот сейчас тем ребятам, которые нас смотрят, которые хотят сделать что-то свое, стартануть, у которых могут быть сомнения, вот какой ты им совет дашь? Есть очень старая, может быть и не очень старая еврейская поговорка, еврейское изречение, которое звучит в переводе на русский так. Весь мир – это очень узкий мост, самое главное – ничего не бояться. Ничего не бояться – это самое простое, в конце концов. Что может произойти в самом худшем случае? То можно просчитать. Могут быть какие-то потери времени, денег, может быть немножко стыдно, может быть немножко стыдно на протяжении какого-то времени. Все равно потом это проходит, конвертируется в опыт, и на второй, третий, четвертый раз, а может быть и на первый, все будет здорово. Главное в это верить. Это был Роман Гольд, Фьюшнет, специально для Интуап.